Blitzkrieg – одна из легендарных игр отечественного геймдева. Игра, благодаря которой я полюбил жанр РТС, а также стал увлекаться историей. На тот момент единственный ПК, который у меня был, находился у бабушки, у которой в свое время я был только на выходных. И он был не самым мощным. Но время шло. Мы переехали, и у меня появился свой компьютер, а вместе с ним появились новые игры. И Blitzkrieg как-то позабылся. И вот, спустя годы на очередных скидках в Steam я вспоминаю о легенде из детства и приобретаю ее в свою библиотеку, чтобы посмотреть, как же она играется спустя столько лет. Скажу сразу, к сожалению, опробовать онлайн у меня не получилось. Поскольку у меня Steam версия, мне доступно помимо самой игры еще два дополнения. В основной антологии находится 3 компании: за Советский Союз, за немцев и за союзников. В дополнении Burning Horizon у нас только компания за немцев, а в Rolling Thunder компания за союзников, а если быть точнее, за генерала Паттона. Помимо основных компаний есть дополнительные компании, а также дополнительные отдельные миссии. Но перейдем уже к игровому процессу. Спустя столько лет управление и интерфейс показались мне немного неудобными и непривычными. Отсутствие зума камер, поворота камеры, непривычные горячие клавиши, немного непривычное и неудобное управление юнитами. Однако, отыграв пару миссий, я достаточно быстро привык. Но что было более непривычным, так это поведение самих юнитов, особенно пехоты, из-за которой моя танковая армада постоянно стопорилась. Но без пехоты танки оказались слепы, как котята. И тут есть даже проблема, что и во многих РТС. Система засвета, из-за которой юниты иногда в упор не видели противника, в то время пока по ним стреляют. Правда, это работает и в обратную сторону. Характеристики самой бронетехники зависят от настроек сложности, от неубиваемой стальной махины до хрупкой вазы. Хоть и параметры техники здесь приведены к историческим значениям, из-за чего во многих моментах приходится действовать более аккуратно и более тщательно обдумывать свои дальнейшие действия. Но от этого впечатление во время игры просто великолепно, особенно когда твоя выстроенная оборона выдерживает натиск врага и ты переходишь в контратаку. Также и с тщательно продуманным наступлением. Правда, перед этим ты сделаешь кучу сохранений и перезапусков миссий. Одна ошибка и весь твой план коту под хвост. Не стоит забывать и о снабжении своей армии. У танков, пушек и пехоты кончаются снаряды и патроны. Технику надо ремонтировать, а отрядом пополнять личный состав. Иначе танки и пушки останутся без боеприпасов, а пехота и вовсе вся погибнет. Особенно обидно, когда погибает подконтрольный тебе юнит, который прошел с тобой уже немало миссий, как основных, так и дополнительных. Кстати, о твоих юнитах. Проходя основные, так и дополнительные миссии, в свой арсенал вы получаете новую технику, некоторые из которых являются уникальной, и получить ее можно ограниченное количество раз. И чуть не забыл о полезной вещице. Во время самих миссий время можно ускорять и замедлять, ну и, естественно, ставить на паузу. Что в некоторых моментах очень даже удобно и полезно, например, обдумать ситуацию или сходить за чаем с печеньками. Перед началом каждой миссии есть историческая справка о тех событиях, что в свою очередь и побудило меня начать интересоваться историей и военной тематикой. А это удается сделать не каждой игре, ведь сочетание игрового процесса и исторического контекста миссий создают ту самую атмосферу. Теперь немного о технической составляющей игры. Первое, что бросается в глаза, это устаревшая графика и непривычное разрешение экрана, особенно в главном меню. Для меня графика в играх не является чем-то особо важным, особенно в стратегиях. Но если для вас это принципиально, то Blitz не для вас. К тому же максимальное разрешение здесь это HD+, то есть 1600 на 900, так что пиксели будут очень видны. Из-за этого, в свою очередь, при сворачивании происходят некоторые конвульсии экрана с переключением с игрового разрешения на родное. И не знаю, из-за этого или нет, но игра периодически и вовсе может вылететь.
Игра сама по себе из-за своего возраста не очень хорошо оптимизирована под современные операционки и железо, что даже во время игры она может зависнуть или и вовсе вылететь. Но особых проблем у игры я больше не заметил. Не знаю, как она покажет себя на 11 винде, но на 10 вполне играбельно. Отдельно хочу отметить редактор карты миссий. Для своих лет он довольно продвинутый и интересный. Я, правда, особо в него не углублялся, но есть люди, которые смогут здесь сделать что-то очень интересное. К тому же у игры довольно-таки активная фан-база, создающая к игре различные дополнения, меняющие и дорабатывающие графику к игре, меняющие характеристики техники на более реалистичные или добавляющие вовсе новых юнитов разных стран и временных периодов. Если подвести какие-то итоги, то если вы любите РТС и график для вас не важна, то да, я рекомендую опробовать. Может быть, вас также затянет на несколько часов в прохождение кампании, как и меня. Но основной игрой она явно не станет. Слишком состарилась графика, интерфейс, механики, и скорее эта игра стала этаким порталом в то самое беззаботное время, когда многие из нас были детьми. Трава была зеленее, а мороженое вкуснее. Для меня же она заслуженно занимает почетное место в моей библиотеке. Ну а на сегодня, пожалуй, все. В моей библиотеке еще полно игр, и она постоянно пополняется, так что пойду поищу для вас что-нибудь интересное. Ну а также, если вам понравилось, то подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и поставьте лайк, а также напишите комментарий. Не забудьте про мои социалочки, Telegram и Twitch. Ну и можете поддержать меня через Donation Alerts. Ну это точно все. Пока.